Всем привет! В последнем моем ролике я показывал обзор на новую модель фирмы Звезда в 72 масштабе российская БМП Бумеранг. А в этом ролике я ее соберу. Кто не смотрел обзор, ссылку на него оставлю в комментарии к этому видео. Набор содержит 4 литника с пластиковыми деталями. Сборку веду строго по инструкции. Первый шаг – это работа с управляемым модулем. Буду называть его башня. Собирается она из 5 частей. Забегу вперед и скажу, что шпаклевку использовал только один раз. И как раз при сборке башни, и то самую малость. А так все встает на свои места на ура. По местам склейки прохожусь еще и супер жидким клеем. Рассверливаю ствол пушки и пулемета. Работа тонкая, но очень нужная. Дальше собираю многоканальный комплекс. Сборку двух ПТРК Корнет и панорамного прицела оставил за кадром. И после их установки на башне я перехожу к корпусу машины. Здесь все очень просто. Все просто собирается, и все детали четко встают на свои места. Дальше перехожу к сборке ходовой части. И тут небольшой совет. Приклеивайте блоком не 2 части, как указано в инструкции, а 3. Это сильно упростит дальнейшую сборку. Проверил на своем опыте. Этот блок из 3 частей прекрасно потом встает на свое место. Да, и еще вот эти вот 2 панели установите как можно раньше на корпус. Потом будет совсем неудобно это сделать. И теперь переходим к водомету. Каждый собирается из 7 частей. Собранные из набора выглядит именно так. Ну и давайте их сравним с нашими водометами. Да, и вот перед установкой водомета вот эту деталь срежьте с литника и установите сразу на корпус. Ну и почувствуйте разницу. Справа водомет из набора, слева наш. При установке используйте суперклей и вот такую очень нужную вещь – акселератор для него. Бывает еще и в виде спрея. Ну и напоследок вставляю антенну, и корпус готов. Покрышки колес в наборе резиновые, достаточно неплохого качества, с надписями на одной стороне. Диск колеса состоит из 2 частей.
Сразу склеиваю их между собой. И без клея вставляю в покрышки. Зеркала заднего вида откусываю вместе с куском литника. Так с ними будет удобно потом работать. Работы по сборке модели закончены. Теперь начинаю готовить детали машины к грунту. Загрунтовываю модель светло-серой грунтовкой фирмы Tamiya. Модель готова, теперь можно приступать к следующему шагу. Башню и корпус БМП окрашиваю акриловой краской XF61 фирмы Tamiya. Диски колес также окрашиваю этим цветом. А потом, отделив покрышку от диска, выкрашу ее в цвет резины. Черной краской прокрашиваю зеркала вместе с руками. Зеркальную поверхность буду имитировать при помощи маркера Молотов. Поверхность очень маленькая, поэтому использую еще и увеличительные очки. И кисточкой подкрашиваю ободки зеркал. За кадром кисточкой покрасил все, что надо было покрасить, включая передние и задние фары. После нанесения полуматового лака взял фильтр фирмы Amamic, коричневый для темно-зеленого, и наношу кисточкой на все плоские поверхности. Решил попробовать вот такое перо от китайской фирмы для нанесения смывки. Интересная вещь, но лучше я его использую на модели авиации. А здесь все-таки нужен более брутальный подход. Результат работы со смывкой AMA меня совсем не убедил, поэтому прохожусь теперь и смывкой Tamiya.
При помощи аэрографа делаю запыление ходовой части и колес. Устанавливаю на свои родные места зеркала. Колеса вешаю на блютак, так как потом я их буду менять на полимерные. И финальный шаг — это установка башни. В итоге вот такая модель у меня получилась. В дальнейшем я планирую заменить боевой модуль на бережок, заменить колеса на полимерные и накидать рюкзаков из каток. А пока так. Всего использовано 1,5 недели времени, по 2-3 часа в день. В основном, конечно, в процессе покраски на ожидание. Модель очень даже советую, очень интересная и получите большое удовольствие от сборки. Спасибо вам за внимание. Жду ваших комментариев, очень сильно жду. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.